Так, трансляция должна была поехать. Ах да, я забыл звук скрутить. Так. Вот, отлично. Вижу трансляцию. Тогда, всем привет! С вами General True, вы на моем видеоигровом канале, и сегодня мы продолжаем проходить Genshin Impact. Будем продолжать с того же квеста, на котором мы остановились. Как раз таки напомню, что у нас была очень непростая ситуация. У нас убили Геоархонта, и мы как раз таки сейчас будем это дело все расследовать. Судя по всему, мы встретили одного из Фатуй, который спас нам жопу, якобы. Хотя, в принципе, там были лоу-левельные болванчики, мы бы могли сами справиться, но... Кат-сцены. Есть кат-сцены, значит, нам показали, что нас спасли, значит, нас типа спасли. И мы должны благодарить. Вот. Все, тогда поехали. Так. Так, поговорите с Тартальей в банке Северного Королевства. Что самое главное, недавно нам говорили, сбежите от всех стражников. Сейчас мы сбежали, и они даже не обращают на нас внимания. Мы им просто нахрен не нужны. Так. Куда ты вылазишь, блин? Так. Тарталья. Банк Северного Королевства? Верно. Это банк на территории Лиюэ, которым управляет Снежная. Известно, что Лиюэ — это крупнейший финансовый центр в Тейвате, но Снежная тоже далеко не бедная страна. Верно, бедные страны не посылают своих дипломатов в другие королевства и не пытаются влиять на Орда Фавониус. Вот, это тебе. Это... воздух. Ничегошеньки. Кто знает? Деньги? Деньги помогут купить тебе вещи, но имя купить невозможно. Проще говоря, это талисман. Он защищает тебя от просветленных адептов. Адептов? Если вы отправитесь на север из гавани, а потом на запад от долины Гуйли, то вы придете в скалистую местность, известную как Заоблачный предел. Жители Лиюэ верят, что там живут адепты. Они правда в это верят? Легенда или нет, но они в это верят. Подношения адептам оставляют на границе заоблачного предела. Никто не рискует заходить внутрь. Но мне не нужно верить. Я знаю, что адепты существуют. Привет, привет. Стоит признать, что Фатуй отлично информированы. Но зачем нам отправляться на поиски адептов? Мой маленький друг, у обычных смертных есть тысячи причин, чтобы хотеть благословения адептов. Богатство, здоровье, любовь. Но вам нужна справедливость. Справедливость? Цисин уже спустили своих миллилитов. Блин, какое сложное слово. Уже спустили своих миллилитов. Они будут искать убийцу среди всех зрителей церемонии.
Но как простой смертный смог убить могущее божество. Властелин камня был способен уничтожить целые армии. Такая реакция Цисин выглядит подозрительно. Крайне подозрительно. Ты думаешь, что они покрывают настоящего убийцу? Или они скрывают что-то еще? Сложно сказать. В данный момент даже Банк Северного Королевства не в силах долго сдерживать миллилитов. Но адепты смогут тебе помочь. Геоархонт и адепты совместно основали Лиюэ. Разумеется, они опирались на силу. Отправляйся на поиски адептов как можно скорее. Надеюсь, ты найдешь их раньше, чем посланники Цисин. Что-то типа того. Очень даже похоже. Если кто-то в Лиюэ и способен тебе помочь, то это адепты. Кстати, крайне странная штука. Если Архонта убили, но статуи все равно есть. Статуям все равно нужно поклоняться и т.д. и т.п. Типа, где логика? Такой типа... Пфф. Это же логично. По идее, статуи тоже не должно быть. Ну, точнее, они должны быть, но они не должны работать. Потому что как минимум нечем их подпитывать. Так, это мы взяли. Еще у нас есть достижение. Так, еще у нас есть объявление. Саундтрек нам не нужен. Так, а по почте нам ничего нового не пришло. Окей. Привет, Юзен. По Among W? Возможно, ты имел в виду Among Us? Нет. Так, хорошо, нас отправляют хрен пойми куда. Ага, понятно, куда нас отправляют. Это как раз таки тот участочек, где мы еще не были. У нас еще две башни не открыты. Вот это и вот это. Остальные открыты. И... да. Здесь пока что область закрыта. Здесь тоже область закрыта. Окей. Тогда немножко по кривой пойдем. Зайдем сначала сюда, активируем эту башню и отправимся тогда сюда. После этого, чтобы как можно больше территории охватить. Все-таки это важный аспект. Так. Примерно в этом направлении надо двигаться. Так, что это у нас здесь такое? А ну-ка, потырим книжечки немного. Так, объявление. Запрещается бегать, кричать и брать книги грязными руками. Сначала заплати, а потом читай. Сначала заплати, а потом читай, серьезно? Я просто подошел, стырил книгу и ушел. И она вообще ничего не сделала. Блин. То ли они это не продумали, то ли что, я так и не понял. Может быть, может быть. Сегодня я смотрю, что-то пока что народ вяленько подтягивается. Ну, вообще, да, я, в принципе, думал, что трансляции вообще не будет. Так что я не удивлен. По итогу пришлось отменить поход. Короче, чтобы было понятно, почему я отменил. У нас в городе объявили карантин. Опять очередной. То есть до этого не было жестких мер. Сейчас опять ввели жесткие меры. И
короче, в маршрутке, насколько мне говорили, пускают всего лишь по 4 человека. Это, как понятно, очень мало. А мне как раз-таки на маршрутке надо добираться. Я не уверен в том, что я в ближайшее время, во-первых, влезу в маршрутку. А во-вторых, все равно магаз, в который я хочу сдать комп, работает до 6. Я бы просто не успел физически. Так. Ну и как мне, блин, выбраться? Ты чё не цепляешься? Алло. О. Так, хорошо. Но я уже почистил жесткие диски. Самое сложное я уже сделал. Накатил операционку на одну флешку, на вторую накатил, короче, инструмент для чистки. О, лилию нашел. Для чистки SSD-шки. И, в принципе, все инструменты у меня готовы. Останется только ими воспользоваться. Так. А у вас что там, парни? Рассказывайте. Что там нового? Блин, опять эта скала, которую покрасили зеленой краской. Так ты комп по итогу починил или нет, Андрей? Или так и не знаешь, что с ним до сих пор? Какие прикольные штуки. Так, ну-ка. Не хочет цепляться, кстати. Что интересно. По идее, должна. Притом без особых проблем. Ну ладно, залезем по скале тогда. Спустимся. Оп. В принципе, более-менее даже можно забраться. Так что, так и не разобрался с компом. Ну, жил бы ты в Украине, я бы тебе мог еще предложить мой комп выкупить. В полностью готовом варианте. Вот, он, конечно, дороговатый, но хотя бы охрененный. Так, нет, что-то я не хочу с этими вступать в драку. Так, здесь есть квест какой-то, да, снизу? Квест я хочу. Так. Теперь сверху квест? Где же он, блин? Сверху или снизу? Алло. Система подсказок, дай мне, блин, хоть примерно верную подсказку. Все еще сверху. Так, мне надо туда, на ту скалу. Она более-менее ровная. Можно будет по ней вылезть наверх. Ну, что-то с ним точно не так. В ремонт не пробовал еще сдавать?
Тут, походу, придется для того, чтобы определить, что с ним. Потому что симптомы могут быть на что угодно указывать. Здесь не угадаешь совсем ни разу. Так, отстаньте от меня. Чик. Нельзя во время боя? Серьезно? Ну, я сейчас тогда этого быстренько разделаю. Так. В ДНР, я понял. Скучно. Никто не играет со мной. Что ты делаешь? У папы и мамы нет времени, чтобы со мной играть. Поэтому я играю сама с... Серьезно? Сама? Может быть, сам? Ну, мне одному кажется, или это все-таки пацан, а не девушка? Ну ладно. Сделаем вид, что так и нужно. Поэтому я играю сама с собой. Но это очень скучно. А еще мне нельзя уходить далеко от дома. Если папа вернется и не найдет меня, он очень расстроится. Хочешь поиграть со мной в прятки? Это очень просто. Ну хорошо. Ура, начинаем игру. Дай мне подумать, куда бы спрятаться. Точно? Ты меня никогда не найдешь. Готова? Давай. Ладно, начинаем. Так, мне дают минуту, чтобы его найти. Серьезно? Так, а куда он залез? Угу. Не найду. Ты меня нашел. Неужели это было так просто? Достаточно просто. Как так? Это невозможно. Даже папа не мог меня найти, когда я там пряталась. Пф, это только начало. Ты еще не знаешь, на что я способна. Давай сыграем еще разок. На этот раз я так хорошо спрячусь, что ты меня никогда не найдешь. Ну ладно. Неплохо ты спрятался, неплохо. Ты меня опять нашла. Эй, я же хорошо спряталась, да? Это мое секретное местечко. Здесь даже мама не может меня найти. Это дерево не скрывает тебя полностью. Я тебе не верю. Я крошечная малышка и замечательно помещаюсь за этим деревом. Даже мой папа так говорит. Мой папа очень высокий и все равно полностью помещается за этим деревом. Не может быть, чтобы папу это дерево прятало, а меня нет. В любом случае, ты очень хорошо играешь. Давай сыграем еще. На этот раз я спрячусь поглубже. Папа сказал мне одно местечко. Мой папа Милилит. Он отлично умеет маскироваться. Когда мы раньше играли в прятки,
У мамы никогда не получалось найти нас с папой, пока папа сам не решил сдаться. Ну или пока мама не начнет на нас кричать. Это тоже работало. Спорим, что на этот раз ты меня не найдешь? Ок. Опять где-то сверху, наверное. Или за этим деревом. Нет? Ну окей, допустим, я не нашел на этот раз. Ха-ха, у тебя не получилось меня найти. Это укромное местечко мне показал папа. Даже у мамы не получается меня здесь найти. Ты не такая крутая, как мой папа, поэтому я дам тебе подсказку. Я спряталась рядом с вон тем домиком. Хорошо. Каким домиком, блин? А, здесь где-то. Угу. Ну и ладно. Как тебе местечко, которое нашел папа? Здорово спрятано, правда? Это было не очень сложно. Правда? У мамы никогда не получалось найти меня, когда я вместе с папой пряталась в этом месте. Папа даже оставил здесь много классных вкусняшек. Чуть-чуть вина и даже мору. Но он просил не рассказывать об этом маме. Но на этот раз, когда папа ушел, он рассказал маме о всех своих тайных местах. Дети не всегда понимают, почему мама и папа себя так странно ведут. Продолжим играть. В этот раз я спрячусь в своем секретном месте. Ты меня никогда не найдешь. Ок. Ну да, не нашел. Это мое лучшее укрытие. Ладно, даю тебе небольшую подсказку. Я прячусь у обрыва. Посмотри повнимательнее. Давай попробуем еще раз. Хорошо. Да, я не очень внимательно смотрел здесь. Угу, теперь вижу. Получилось, ты меня нашла. Кажется, тебе пришлось нелегко. У меня получилось. Не стесняйся признать, что тебе было сложно. В конце концов, это мое лучшее укрытие. Даже мама не смогла найти это место. Как-то раз она решила поиграть со мной в прятки. Я пряталась, а она искала. Я спряталась в местечке, которое мне показал папа. Конечно же, она не смогла меня там найти. Вдруг я услышала, как на гору поднимается много людей. Я подумала, что мама позвала друзей, чтобы они помогли найти меня. Поэтому я спряталась еще лучше. Спустя несколько дней она все еще не нашла меня. Я подумала, что мама волнуется. А еще я захотела кушать. Поэтому я покинула укрытие. Но мама все еще не нашла меня. Может быть, она разозлилась из-за того, что я так хорошо спряталась?
Я думаю, что мама и папа уже должны были меня найти. Прошло столько времени. Спасибо, что согласилась поиграть со мной. Мама и папа учили меня не надоедать другим людям и благодарить всех, кто сделал мне что-то хорошее. Возьми это тебе из папиных секретных запасов. Однажды какой-то дядя принес мне немного еды. Я хотела отблагодарить его, но он отказался. Не знаю почему. Ладно, мне пора домой. А ты теперь можешь заняться своими делами. Как? Сейчас я тебе покажу. Смотри. Во-первых, видишь? Рыбы нет. Знаешь, почему в пруду нет рыбы? Я думаю, ты должен догадаться. Во-вторых, смотри, что это такое, видишь? Ягода. Вот такое вот. Оп. Исследовать. Морковь. Шаришь уже, да? Начинаешь подозревать, в чем тут прикол, да? Хоп. Короче говоря, тут есть что жрать. Тут везде разбросана всякая жратва. Так, одного духа я вижу. А где второй? Так, гробница Шао Юань. Гробница Дуанья. Мне кажется, или это его родители. Или ее. Неважно. Убористые письмена надгробия запечатлили даты рождения и смерти, а также некоторые подробности их из жизни похороненного. У надгробия все еще витает вина. Прибравший могилу понимал покойного. Убористые письмена надгробия запечатлили даты рождения и смерти, а также некоторые подробности из жизни похороненного. Вокруг чистой безупречной плиты рассыпаны лепестки цветов, свидетельство недавнего поминовения, блин. Какие сложные слова. Что это там, кстати, за штука вот эта вот? Похоже на какую-то машинку с пальмой сверху. Или какую-то горку. Хрен пойми. Надо будет как-то туда сходить. Так, где она находится? Недалеко возле... возле вот такого вот... Так. Вроде бы трансляция идет. У меня только что ОБС падал. Не знаю, какого хрена он вообще решил упасть. Но он точно падал. Так, перезагружу на всякий случай чатик. Так, если меня слышно, то напишите в чатик, чтобы я знал. Вроде бы нормально должно быть. И вроде бы не создало новую трансляцию, как обычно бывает.
Надеюсь, хоть сейчас нормально. Но я так подозреваю, что создало новый стрим. А нет, показывает в текущем же окне. Ничего себе. Парни, вы меня слышите? Парни. Я надеюсь, что хотя бы сейчас восстановилось наконец-то-таки. Да, я понял, что старый. У меня какая-то херня просто с интернетом. Провайдер решил меня резко очень сильно побесить. Ух. Так, если меня сейчас слышно, я сейчас быстро роутер перезагружу, наверное. Какие-то проблемы. Так, ну хоть сейчас должно быть хотя бы нормально, хотя не факт. Я очень надеюсь, что это последний вылет. Если честно. Очень сильно задолбали вылеты. Сегодня у меня провайдер решил доконать. Решил доказать, что не зря я подал заявку на другого провайдера. И жду, пока наконец-таки модернизируют оборудование, чтобы я мог на него переподключиться. При первой же возможности, при мельчайшей первой возможности, я сразу нахрен соскакиваю с этого провайдера и подключаю другого. Он реально задолбал меня. Так. Все, сейчас более-менее стабильно должно быть уже. По крайней мере, я на это надеюсь. Вот. Ладно, тогда что не видели, еще раз повторюсь. Что мне кажется, что приходили как раз таки люди, которые убили маму и папу, вот это их могилы. Проблема в провайдере, поверь мне, я знаю, о чем я говорю. Поможет мне не перезагрузка роутера, я вообще не роутер перезагрузил, я перезагрузил соединение. То есть я отрубил соединение, через пару секунд оно переподключилось. То есть не сам роутер. Вот, ладно. Дальше тогда продолжаем. Это вот могилы мамы и папы. Потому что папа любил бухнуть, это его могила. И здесь есть запах вина, а здесь мама, собственно говоря. Потому что она очень любила цветы. И вот он, короче, накидал, или она, или кто это, не знаю. Накидал много цветов. Это, собственно говоря, его или ее дом, неважно. Короче, там очень шибанутая система. Там выдает IP и всю информацию через DHCP. DHCP очень криво настроен. Я говорю, перенастройте, блин, задолбали. Ни хрена. Зачем ради одного-двух клиентов, в скобочках абсолютно всех, париться ради такой херни? Не-не-не, мы так делать не будем. Не, я перезагрузил само соединение, то есть я переподключился. То есть я полностью отключился от DHCP и заново сделал перезапрос на получение данных. Так, здесь у нас вроде бы ничего больше нет. Кстати, мы можем попробовать поговорить вот с этой девочкой-мальчиком. Когда вернутся папа и мама? А что это за таблички?
О, эти две каменные таблички принесли миллилиты. Они сказали, что мама с папой просили их здесь положить. Я еще учусь читать, и многих слов на табличках не понимаю. Но раз мама и папа просили их сюда принести, значит это что-то важное. Так, это твой дом? Ага, я здесь живу с папой и мамой. Вот только недавно они куда-то ушли. Мне нужно оставаться здесь. Ведь если они вернутся и не найдут меня, то будут переживать. Да, Seriously DHCP. Еще и который очень криво настроен, и если идут агрессивные или полуагрессивные запросы от клиента, он вообще может кинуть тебя в блэклист и не выдавать тебе вообще ничего. Что очень часто происходит со мной. Это только одна из проблем. И если ты попытаешься вручную настроить не через DHCP, сервер просто шлет тебя нахрен. Эй! Вот такой у нас классный провайдер. Так, расскажи, как ты живешь. Один дедушка часто приносит мне поесть. Он хочет, чтобы я звала его дядюшка Тянь. Еще он говорит, что он дальний родственник моей семьи, и что у него прекрасные отношения с папой и мамой. Дядюшка Тянь сказал, что мама и папа заняты, и пока вернуться не могут. А если мне что-нибудь понадобится, я могу обращаться к нему. Но когда я спросил, где мама и папа, он ничего не ответил. Какой странный дедушка. Еще ко мне приходят дяди Миллилиты с разными вкусностями. Иногда я не могу все съесть, и они оставляют их в доме. Но они тоже не знают, где мои мама и папа. Очень странно. Вот ты представь, насколько они ущербные, если они даже не смогли нормально настроить DHCP. Вот насколько надо быть ущербным, чтобы быть настолько ущербным. Я думаю, ты примерно понимаешь. Так, хорошо, этого мы оставили в покое. Мы уже поняли, что это плиты, которые принесли, как бы это типа могилки, но на самом деле это просто плиты. Скорее всего, его мама и папа погибли где-то в битве. Тела их не смогли притащить сюда, и маленькому недоразвитому мальчику, дефис девочки, не смогли объяснить, что они умерли. Вот, как-то так. Вот такая вот маленькая история. Так. Хорошо, так, здесь я активировал телепорт. Но второго духа я почему-то найти не могу. Я не знаю, где он. Я его нигде не вижу. Может быть, он где-то повыше. Потому я его пока не нашел. Я еще туда не отправился. Чтобы криво настроить DHCP, достаточно быть просто криворуким ушлепаном. Этого будет достаточно. А судя по тому, что я вижу, когда я звоню и жалуюсь на проблемы, примерно 99,9% штата там именно таких. Так что я вообще не удивлен. Когда я звоню, говорю точное время, были вот здесь вот проблемы, вот показываю, что проблемы как раз таки в шлюзе, вот идут обрывы на шлюзе.
Я не знаю, из-за чего вообще это происходит, но вот проблемы точно в шлюзе. Я эту проблему диагностировал, скинул примерное время, когда были обрывы на шлюзе. Скинул примерные причины, почему это вообще может возникать. Ответ. А у меня в логе все нормально. Значит, проблем нет. Я думаю, примерно ясна моя реакция. Я для этих ушлепков чуть ли не неделю собирал статистику, собирал информацию т.д. и т.п. по поводу вот этого вот всего. И ответ просто... у меня в логе все нормально, значит, все хорошо работает. Все. Ну, это логично, логично. Так, куда мне надо отправиться? Вот сюда. А, вон вижу башню. Я не удивлен. Здесь или, скорее всего, еще не доработано что-то. Или же попросту все не так просто, как кажется. Может быть, там есть какой-то жесткий скрытый секрет. Паша, можешь тоже пересмотреть вчерашний стрим. Посмотреть, там было место, короче говоря, которое я так и не смог раскрыть секрет. Там был такой большой каменный глаз. Ты к нему подходишь, тыкаешь на него, короче. Он дает тебе опыт и говорит, что на нем написаны какие-то странные надписи. И все. С ним ничего нельзя сделать. То есть явно видно, что это какой-то интерактивный элемент. Но сделать с ним я вообще ничего не смог. И не смог найти причину, почему вообще ничего вокруг него нет. Если хочешь, можешь тоже поискать. Привет, привет. То есть я так и не нашел, как вообще разгадать эту загадку, скажем так. О, печать Гео, 2 штуки. Прикольно. Ага, отлично, отлично. Ну, стримчик еще будет где-то 1 час 10-15 минут, может даже 1 час 20 минут. Так что я думаю, ты успеешь. Так. Есть еще кусочек зоны. Вот, и теперь можем отправляться как раз-таки сюда, к этой башенке и к этому квесту. Так, вроде бы каких-то мелких синих квестов я пока что не вижу. И, кстати, это вроде бы был синий квест, но при этом все равно он был очень неплохо проработан. Вот, будем честны, неплохо. Очень даже неплохо, вот мне, в принципе, зашло. Так, статуя 7 архонтов. Поклониться статуе. О, есть 1 геок. Так, выносливость повышена на 7 единиц. Хорошо. Там будет скрытый квест. Где скрытый квест? Какой? В этом месте? Возле этой башни? Так, сейчас посмотрим, как нам проще всего сюда добраться. Так, отсюда долго идти? Мне кажется, отсюда будет быстрее. Или же нет? Ну, вообще, отсюда было бы быстрее, но я здесь не открыл эту точку. Можно, в принципе, наверное, сюда портанемся и отсюда вот так вот попробуем добежать сюда. За компанию, может быть, немножечко еще точек активируем по дороге. Так. И, кстати, наконец-то таки через какое-то время будет возможность перепройти 3-го Ведьмака на стриме. Потому что я пока что, скажем так, пробовал
настроить все это дело, но мой ноутбук слишком слабый пока что для того, чтобы и играть нормально в 1080p, и стримить в 1080p 60 кадров. Да даже какие 1080p 60 кадров, я думаю, что если запустить еще параллельно стрим, то с трудом будет выдавать на стриме и на ноутбуке рваные 30 кадров. Где-то около того. Ну а Ведьмака в 30 кадров это такое себе. Как только поменяю ноутбук, так будут или в формате летсплеев, или в формате стримов тоже немножечко. Немножечко будет Ведьмака, потому что Ведьмака... Я сейчас очень много видосов смотрю, я понимаю, что я, блин, не нашел и 60% всех квестов. Потому что в Ведьмаке столько скрытых квестов, это капец. Нужно просто в каждую дырку заглядывать. Нужно совершенно не идти по сюжетке. Тогда можно на такие квесты натолкнуться, что это просто жемчужины. Вот там, например, один из квестов, короче, который, получается, надо ужраться травами до того состояния, что ты начинаешь видеть галлюцинации, и пойти, короче говоря, в пещеру. И в этой пещере там будет целая здоровенная сюжетная цепочка, которая, собственно говоря, подведет к одному из главных квестов. Или же есть очень много всяких мелких посланий, где можно найти скрытые сундуки, скрытую экипировку и так далее и тому подобное. Куча таких мелочей, которых я вообще не находил. Вообще никак. И вот я посмотрел эти видосы, и мне реально захотелось перепройти третьего Ведьмака. Вот, как-то так. Проблемы с ВК, а что такое с ВК у тебя? Что с ВК? Ну, это да, это да. С ВК проблем всегда много. Так, я не туда иду. Сюда надо идти. Да, налево теперь. По тропинке. Угу. Обычно попадает, если ты тыкаешь без прицеливания, а в зверушек маленьких почему-то не попадает. Интересное наблюдение. Что опять? ВК штормит опять. Ну давай, Андрей, удачки. Так, какой я? Короче, давай я тебе спину подровняю быстренько и все. Будешь ходить с ровной спиной. Все, нечего здесь якать. О! А вот с шариками я пообщаюсь. Здорово, товарищи шарики. Чё там, как там? Хоп-хоп-хоп. Так, меня сейчас слышно или нет? Вроде бы восстановилось. Вроде бы. Но это не факт. Да, у меня интернет решил, что нахрен вашу вот эту вот херню. Я в отпуск. И все. Ну, сегодня будут такие вот падения, так что... Я так чувствую, что еще не одно будет такое падение, так что я надеюсь, что не особо расстроитесь из-за этого. Так. Да блин, сраный дождь. Свали.
Хорошо, сундучок мы открыли. Что самое интересное, у меня стрим упал. То есть мне пишет сообщение, что стрима нет. Вот, и при этом игра работает. То есть я могу бегать, прыгать, хотя игра требует постоянного стабильного подключения. Чтобы было понятно всю бредовость ситуации. Потому что ситуация очень бредово выглядит. Так. С леденяшками я не буду говорить пока что. Общаться, скажем так, не говорить. Так. У меня ДКС он называется. Это вроде бы местный. Очень хочу его отключить. Очень хочу О3 подключить. Но пока что мне сказали, что все оборудование забито в ноль. Будут проводить модернизацию. Когда что к чему не знают. Как только проведут модернизацию, это мне надо будет 2100 гривен заплатить только за подключение. Чтобы было понятно. И потом еще где-то 2 сотки сверху кидать каждый месяц. А то может быть и больше, потому что мне нужен статический IP-адрес. Обязательно, потому что без него мне очень сложно будет работать. Я же постоянно расшариваю свой ноутбук на внешку, потому что как бы придется объяснять, чтобы понять, зачем мне это, придется объяснять вообще, чем я занимаюсь. Наверное, не буду сейчас этого делать. Короче говоря, мне нужен статический IP, мне придется за статический IP платить. Итак, 115 тариф. Статический IP это где-то 50-ка сверху. А, это для квартир, а для частного сектора другой, скорее всего, тариф будет. Так что, ну, где-то 2-2,5 сотки надо будет каждый месяц еще платить дополнительно. Чтобы было понятно, насколько мне придется потратиться, чтобы сделать стрим стабильнее. А я все еще получаю со стримом ровно 0 заработка. Это не более чем хобби. Не-не, Паша, пока что нет. Пока что сегодня я хочу немножечко попроходить квестики. Потому что в прошлый раз немного сумбурно получилось, очень мало контента было. Хочу немножечко побольше контента сегодня. Бум. Бум. Ах ты ж нехороший. А если я тебе щит разломаю, а? Я тебе сейчас твой щит в жопу засуну, понял? Не боюсь я тебя. Бум. Оп. Так, забрали. Да, конечно. Если я разговариваю на русском без акцента, это не значит, что я русский. Если что, у меня из учебного плана, скажем так, когда я русский изучал, это было в 6 классе, это был 1 год. Я был двоечником, и после этого я ни хрена не умел разговаривать на русском нормально. После этого я изучал его сам. Ну, в основном из-за того, что у меня появился друг, который родом, скажем так, с Москвы. И я с ним часто общался. Вот как раз таки благодаря нему, плюс благодаря тому, что я смотрел
разные фильмы, сериалы и так далее на русском. И вот как раз-таки отсюда я и изучил русский. Так. Так. Случайное приключение. Круглый и несъедобный. Блин, я ж был занят. Я чат читал. Какой нахрен круглый и несъедобный? Короче, сейчас я вам быстренько надаю по щам. Вы видели только что эту херню? Я просто застрял в текстурах. Я не мог выбраться из текстур. Я себя реально Эшем чувствую. Только Эш собирал покемонов, а я собираю все баги. Надо, короче, песенку про меня. Короче, типа, там, Багемон, ты сможешь все, ты и я. Там, типа того. Так. Хорошо, это зачистили. О, Геокул вижу. Так, а как его забрать, блин? Так, да, дайте мне дочитать чатик, блин. Может быть, про Макснет вообще не слышал. А я вообще по жизни хорошист. Но я дико бомбил, когда я из-за собственной глупости не смог сдать ЗНО по математике на 200. Потому что, как бы, я чуть-чуть затупил. То есть не то, чтобы я это дело не знал, там что-то такое. Просто потому, что я затупил. Я потерял несколько баллов, и я сдал ЗНО на 191. Или 192. Хотя должен был стать тем, кто наберет 200. Потому что даже та, кто знала математику хуже, чем я, сумела, скажем так, получить 200. Я очень потом бомбил с этой темы. Так. Чё, опять ко мне пристаете? Ах вы ж приставучки. Так, сейчас я их добью, и я почитаю дальше. Не успеваю. Со вторым монитором, я думаю, было бы легче. Но... не знаю, не уверен. Может быть, я еще подумаю. Может быть, на какое-то время, пока я еще здесь, я притащу свой 24-дюймовый монитор сюда. Я ж в понедельник поеду, короче, заниматься уже продажей ПК. Окончательно. Вот. Может быть. Так, бегал, собирал сундуки, бла-бла-бла. Нет, у меня просто был лучший преподаватель математики в Украине вообще. Из всех возможных. Поэтому я... скажем так, я был одним из его лучших учеников. И это неудивительно. Потому математика для меня была очень легкой. Меня готовил он, чтобы было понятно, когда у меня было ЗНО по математике. Он меня готовил к заданиям, которые были в 3-4 раза сложнее, чем по итогу, скажем так, то, что нам дали. И то, что было там... какой 3-й или 4-й уровень сложности,
чтобы было понятно, это было примерно то же самое, что мы решали на первом уровне сложности. То есть это для нас был первый уровень сложности. А то, что он давал у нас как там третий или четвертый уровень, вот это было реально сложно. Но это были и задания предыдущих годов, предыдущего там года или там 2 года назад, я не помню, что это такое. Плюс еще дополнительные задания, которые предполагаемо должны были быть, которые, скажем так, хотели добавить разные математики в нашу программу, но по итогу так и не добавили. Как-то так. Ну я ж как бы и программером работаю, если ты вдруг не в курсе. Правда, я сейчас почти, ну, математику, скажем так, минимально использую. Хотелось бы побольше, но когда будет побольше, это будет и побольше физики. Но я пока что, к сожалению, не занимаюсь разработкой игр. Через какое-то время, конечно, хотел начать заниматься, но я так смотрю сейчас по тому, что вообще происходит в игровой индустрии, и как-то понемногу все менее и менее хочется этого, если честно. Вот эти вот переработки в CD Projekt Red. Я хотел подать документы в CD Projekt Red и, скажем так, пойти к ним работать, но сейчас я как-то смотрел на все это дело, и я как бы думаю, а нужно ли оно мне, блин? Или нахрен его? Так. Блин, иди сюда, говнюк. Так. Устройство хаоса. Как я живу с одним монитором, если честно, очень плохо. Очень-очень плохо. Я очень хотел второй монитор. Или хотя бы нормальный первый. Потому что у меня экранчик ноутбука 15,6 дюймов. Я привык дома с 24-дюймовым монитором быть. А здесь у меня 15,6. И мне пришлось, блин, год с таким жить. Это прям ужасный ужас. Что был за баг? Я пролетел сквозь Геокл и не взял его. А потом через несколько секунд он, короче, автоматически взялся. Привет, Simple Ice Guy. Можно будет, но, наверное, не на этом стриме, а чуть-чуть попозже. Потому что я еще, видишь, 23 ранг приключений. Можешь пока что кинуть заявку в друзья, да? Там на следующие стримы прийти. Но пока что на 23-м почти ничего не открыто. И плюс я сегодня обещал сюжетку показывать. Вот, это я пока что фигней страдаю по дороге к сюжетке. Вот, но где-то через стрим, через 2, может быть, что-то такое поустраиваем, побегаем. Там уже посмотрим, кто уже будет на стриме. Тогда и т.п. будем из этого исходить, скажем так. Из этой информации. Да, будет вместе с Дискордом. Дискорд есть, но надо будет поднастроить, поэтому я буду заранее объявлять в группе ВК об этом. Да, кто там будет хотеть играть вместе со мной, т.д. и т.п. Надо будет настроить громкость, чтобы зрителям не било по ушам на трансляции. И тогда можно будет. Так, а как сюда залезть? Я вижу сундучок. Надо как-то, наверное, через верх залезть, но я пока что не вижу как.
Может быть, с какого-то... С какой-то скалы надо спрыгнуть? Я не знаю. У меня просто, почему я смог справиться, у меня просто и на предыдущей квартире, и здесь есть еще дополнительно телевизор 50-дюймовый, поэтому я могу как бы расслабиться иногда на большом экранчике. Ну, ты подпишись на канал, на группу там. И жди, это будет чуть попозже, через какое-то время. Так, мне кажется, или эти штуки надо каким-то образом или подпалить, или что-то такое. И это как-то, этот сундучок как-то с ними связан. Ладно, хрен с ним, поставим пока что меточку здесь. Блин, мышка, ты куда уезжаешь? Пожалуйста, останься. Не надо уезжать. Так. Так, это типа квест. Ну, пусть будет звездочка. Тоже интересное место. Чуть попозже тогда вернемся, разберемся, что к чему. Я так и не понял, как вообще его открыть. Может быть, сверху спрыгнуть, а может быть и вот с этими штуками связано, потому что их здесь много натыкано. Не зря же их натыкали, правильно? В этом должна быть какая-то логика. Снизу мы войти не можем. Мне кажется, что все-таки сверху. Ладно, попробую сверху залететь вот с этой скалы, которая рядом. Если не получится, то пойдем дальше по сюжетке. Все-таки интересно, можно ли здесь что-то сделать или нет. А, скала там подальше, я вижу. Я, наверное, зря на эту залезаю. Так. Ну, это да, это да, это да. Я вообще не знаю, как жить с экраном поменьше. Я вот специально из ноутбуков, ну, новый ноутбук, который подбираю, я говорю, мне только 17,3, никаких 15,6. 15,6 слишком мало. О, там есть дырка сверху. Все, значит, можно сверху войти. О, там еще что-то на горе есть. Слушайте, сколько всего интересного. Если просто полазить немножечко. Так, исследовать. Печать Гео. Так. Так. И да, все было элементарно и просто. Так, ну окей, допустим, я открыла. А что мне теперь делать? Открыть я открыл. А как снять печать с сундука? Да. Так. И упали. Там Гео нужно сдать Ноэль. Не понял. Там какой-то геоудар нужен? И нужна Ноэль для этого? Так. Так, кто у меня еще по гео есть? Так. Так, молния.
Так, ну и чё? Ничего ж не происходит. Там какая-то то ли вода, то ли что-то вращается внутри. Может быть, попробовать сверху прыгнуть и ударить дубиной? Не. Нифига. Если раскрутиться, тоже ничего. Так, около горы есть кристаллики. Типа вот эти вот. Вижу. Так, их надо несколько. Так, ну 2 я вижу. Я не знаю, там больше 2 или нет. 2 я точно вижу. А, вот 3-й. Так, сейчас мы этому объясним, что он не прав, быстренько. Так, 1, 2, 3, 4. Так, ну я вижу, что я физами очень плохо его пробиваю. Да, я тебе в глаз выстрелю, Альф. Ах ты ж нехороший. Ну крути в дерево тогда. Ты чё, читер или что? Я не понял. Так. Ага, долго не погуляешь, но я уже понял, что они очень быстро исчезают. Спрыгнул. Точнее, соскочил. Так, окей, вернемся тогда еще возьмем. Конечно, видно. А ты что думал? Это все не так просто, как ты думаешь.
Так. И да, когда я наконец-то таки апну ноут, наконец-то таки станет возможным стримить проекты побольше. Даже здесь мне приходится не очень высокие настройки графики ставить в Genshin Impact. Можно было бы и побольше. Ну чё за херня, я ж добежал. Она исчезла, блин, раньше времени. Так, нечестно. Так, ну-ка я попробую сюда быстренько забраться. Оп. Да, сюда можно. Так. А слезь уже. Ё-моё, а как сюда быстро забраться-то? Надо выносливость прокачивать. Печаль. Получается, я пока что не могу его пройти. Ну ладно, хрен с ним, я звездочку поставил, тогда я пойду дальше. А позже вернемся сюда. Ничего страшного. Зато мы теперь знаем, как это все сделать. И проблем это не составит в следующий раз. Так, все, я правильно иду. Это ты мне тут пиликаешь, да? Петушок, я тебе сейчас объясню, что ты... Ах ты ж! Нехороший. Сейчас я тебе объясню, что ты не прав. Я думаю, что такое. На меня заагрился вовсе не шарик, а вот эти вот хиличурлы. Нехорошие вот хиличурлы. Так. Опять я бегу на месте, блин. Прям я целый спортсмен. Бег трусцой. Блин, я уже заговариваться начинаю. Бег трусцой — это то, что нужно. Научить тебя рисовать, я тебе скажу так. Если ты хочешь научиться рисовать, тебе нужно всего лишь, ну, каких-то жалких лет, там, 8, там, 10 плюс-минус, чтобы научиться рисовать. То есть, ну, в принципе, если ты начнешь сейчас, где-то лет через 8 ты сможешь уже нормально рисовать, все будет окей у тебя. Вот, так что совет тебе да любовь, да удача, и увидимся через 8 лет. Когда ты вернешься и уже будешь уметь рисовать. Так. Что-то нашел интересно. Обломок
кристалла. Так, вижу там башню. Здесь роботы лазят. Кстати, почему кусок башни летает в воздухе? Где гребаная логика? Так, мне надо вон туда. И будет тудой залезать. Это типа парящий остров или что? Или эта текстура не прогрузилась? Ах да, еще помимо 8 лет, которые надо для того, чтобы научиться рисовать, еще нужно иметь, ну, там какой-то там талант, там вот эта вот вся тема. Вот, ну это все фигня. Так, жабки. Жабки, жабки. О. Так, это у нас вроде бы земля, да? Так, а кьюшки у меня нет пока что. Чтобы активировать это дело. Угу. Подними камеру над этим летающим островом. Окей. Чуть-чуть попозже. Когда иду, здесь надо еще меточку поставить, что здесь тоже что-то интересное. Поставим тоже звездочку, подтвердить. Вернемся сюда попозже. Так, заоблачный предел. Читать. На самом юге, меж скал, притаилась извилистая горная тропа. Если хотите найти ответ в облаках, вы должны вознестись над мирной суетой. Ну, типа посмотреть вверх, я так понял. Это и есть тот секрет. А, дух полетел, окей. Щит при создании наносит геоурон? Разве? Давайте проверим. О. Эти каменные лягушки, это опять же отсылка к Зельде, и я каждый раз хочу что-то... Оп, сделать. Да, действительно, геоурон наносит щиточек, окей. Так, эта херня упала вниз. Оп. Все, тогда снимаем звездочку, она нам не нужна. Удалить.
Нет, я ж все читаю. Я могу просто немножечко отвлечься. У меня такое бывает. Что я эй, и все, меня нет, короче, я могу минут 5 не читать чат. Тоже такое бывает. Этот кабанчик меня не видел даже и все равно начал убегать. Это нечестно. В Зельде кабанчики убегают только когда меня видят. А здесь нет. Так. Хорошо, это есть. Это есть. Так, опять 3 жабки. Копать. Ну ладно. Я, правда, ничего не копал. Я просто нажал копать. И сделал вид, что типа копал. Угу. Мне надо повыше забраться. Я еще не там, где должен быть. В горах есть 3 лебедя, по одному лебедю на каждую гору. Может быть, может быть. Не буду отрицать, как и не буду подтверждать. Если ты понимаешь, о чем я. Кто посмел вступить на священные земли заоблачного предела? Я исполняю поручение. Печать согласия? Я не видел такую уже очень давно. Вы находитесь в присутствии одного из просветленных адептов, владыки Лун. Что привело тебя сюда, путешественница? На самом деле, убийца бежал в эту сторону. Капитан, это... Сержант? Почему он сержант? Если... Капитан... Ну ладно. Капитан, это заоблачный предел. Мы зашли слишком далеко. У нас нет выбора. Наш приказ поймать убийцу. Нарушители. Избавьтесь от них. Я не потерплю вторжения. Ну, эти солдаты прям вообще какие-то никчемные, хиличурлы и то. Посильнее. Пять из 20 есть. Это прям вообще мне напоминает сейчас этот. Скажите, я скажу. Короче, последнюю попытку выжать из Зельды хоть что-то в виде слэшера. Как же оно называется? То, на что я должен был еще стримец на демку сделать, пока еще не сделал. Hyrule Warriors, короче, вроде так. Посмотрим, посмотрим. Мне-то поинтереснее, когда враги посильнее. Правда, не когда толпой нападают, когда нападают по одному, можно с ними немножечко, скажем так, повоевать.
Можно еще, блин, параллельно походить ресурсы пособирать. Там яйцо, там еще какая-то травка была. Настолько сильные противники, что ты можешь спокойно бегать и делать то, что ты хочешь. Так. Отвлекся на чат, а солдат пока что улетел, я по нему не попадал. Прошу прощения. Так что же привело тебя сюда, путешественник? На самом деле... Безобразие. Безобразие. Группировка Цесин. Какое разочарование. Они допустили убийство властелина камня во время церемонии сошествия. А затем осмелились обвинить в этом поступке присутствующих на церемонии людей? Я знаю, что вас осудили несправедливо, путешественники. И я имею некоторое представление о настоящем убийце. Но мне необходимо посоветоваться с другими адептами, чтобы подтвердить, что интуиция меня не подводит. А теперь иди, возьми с собой печать согласия и передай от меня сообщение. Кому? Здесь обитают Творец гор и Хранитель облаков. Только судьба решит, сможешь ли ты встретиться с ними. Только судьба. Помимо того, ступай на постоялый двор Ваншу. Отыщи следы охотника на демонов, защитника Якса. Пока что вообще ничего не говорит мне это все. Так. Угу. Так, надо, наверное, наверх дальше подняться. Угу. Посмотрим, что у нас здесь. Здесь вообще ничего интересного. Зря шел. Ну и ладно. Так. Идем тогда выше. Да успеем, успеем мы. Я бы мог и так забираться. Будь это Зельда, я бы точно так забирался. Плюнул бы на все. И сказал бы ля-ля-ля-ля-ля-ля, ух ты, камешки. Поползли. Таинственный барьер. Адепты проживают в заоблачном пределе. Может быть, это обитель одного из них. Но кажется, путь в нее закрыт. Так, а если я плюну и все равно вверх полезу? Что вы мне скажете на это, а?
А? Так, похоже, как раз таки они этого и хотят добиться. Окей, читать. Владыка Лун, ученик властелина камня. В образе оленя он самый милостивый среди адептов. Да, Паша, такое. Прикольно. Этих же штук здесь не было. Они появились, как только я стал на первую. Прикольно. Ой, и дырка здесь не видна была. Забавно. Так. Полетели. Сундучок. Ой, в сундучке опять фигня полная. Так, кубок, ты куда ушел? Мы еще не закончили с тобой разговаривать. Куда ты ушел? Да я взбираюсь потихонечку. Так, здесь меня ветерочек выше выкинет или нет? Походу нет. Ну и ладно. Полезли тогда. Так, восстановим выносливость. Забавный вид, конечно, отсюда. Да ничего, шо ты, шо да шо. Блин. Сейчас перечитаем. Дайте мне забрать лут, пожалуйста. Так. Тот вознесется к вершине, кто преклонит колено на 3 горных пиках. Засияют солнце, луна и звезды, и 3 волшебные птицы пошлют свои знаки. Ох, Лиюэ, адепты, заоблачный предел. Сложновато это все. Значит, нам надо найти 3 волшебных птичек на 3 горных вершинах, да? Наблюдать странное сияние. Мне кажется, что-то произошло. Так, о, здесь, кстати, телепорт. Я случайно упал, блин. Так. Сначала я полечу к этой башенке, активирую ее, и тогда уже буду разбираться с остальным. Как бы я сюда не зря лез. Правильно? Ваташи бья, да?
Ну ладно. Я думал, ты Эмбер. А ты просто Бья? Так, хорошо, это мы открыли. Так, поклониться статуе. Ну, у меня всего лишь 2 геокла. Отдадим, они нам все равно не нужны. Так, летим тогда наверх, и оттуда уже будем парить. Чик. Так, вращать. Вращать. Так, а куда она должна смотреть? На гору, наверное. Да. Все, правильно. Не сработала кат-сцена в первый раз. Ну, со второго хотя бы сработало уже хорошо. Так, летим тогда назад. Сейчас найдем еще одну. Будьте здоровы, парни. Что-то вы расчихались там. Так, один там. Где еще один? Один здесь, да? Ну ладно. Да я ж говорю, вот все возможные баги, которые можно только представить, или которые вообще нельзя представить, вот все найду я. Это прям инфа 100%. Так, здесь наверху. Да, вижу птичку. И здесь, кстати, будет телепортик еще. Летим к телепортику сначала. Тогда уже доберемся до птицы. Чик. Угу. В камне. Так. Вращать. Буквально 5 секунд проходит, только тогда активирует. Без этих 5 секунд ни хрена. Здесь, кстати, тоже надо будет побывать как-то. Я вижу здесь куча всяких прикольных штучек. Надо будет везде побегать, потыкать. Посмотреть вообще, что здесь есть. Почем оно и т.д. и т.п. Вот здесь закрыто печатью. Эй, а откуда здесь этот стол?
Посмотри, тут уже все готово к обеду. Даже винная чашка стоит. А здесь выгравированы имена гостей. Здесь восседает хранитель. Здесь восседает Гуйджун. Здесь восседает властелин. Властелин? Может быть, речь идет о властелине камня? Но Паймон не знает ничего про Гуйджин. А хранитель? Это, наверное, хранитель облаков. Владыка Лун упоминал об этом адепте. Значит, здесь хранитель облаков устраивает вечеринки с другими адептами? Давай приготовим для адептов что-нибудь особенное. Так у нас точно получится привлечь внимание хранителя облаков. Но чем обычно питаются адепты? Паймон не знает. Эх, люди постоянно оставляют адептам подношения. Давай сначала посмотрим, какую еду оставляют, и потом что-нибудь придумаем. Как думаешь, понравится ли адептам медовое мясо с морковкой? Так, ну это я уже прочитал. Окей. Так. Не знаю, я вот, видишь, залез, все подсказки есть, то есть как бы, мне кажется, даже казуалы разберутся. Так, ну я пока что еще не заканчиваю, скоро, конечно, буду, но еще где-то минуток 10, мне кажется, есть времени. Так, хорошо, здесь мы побывали. Здесь мы побывали. Еще не все секретики, конечно, раскрыли, но попозже этим займемся. Так, летим тогда сюда. Так. Здесь я был. Мед, пиво пил. Так, а здесь... Там еще, кстати, телепорт есть, который я не активировал, да? Да, надо бы спуститься тогда, активировать телепорт. Если он где-то здесь. Но мне кажется, что не здесь. Здесь рядом только этот телепорт. А тут у нас находится дальше. Угу, так и есть. Хорошо, если у нас этот не катит, значит возвращаемся назад. Тогда летим к третьему. Так, хорошо, хорошо. Так, а где у нас третий? Третий. Так, здесь я побывал. Третий у нас вон там, да? Да, звездочку вижу. Нам нужно отправляться туда. Так что летим, летим. Ты, кстати, как раз вовремя пришел, потому что у меня как раз таки закончились лаги. До этого я немного летал. У меня провайдер решил, что нахрен тебе этот стабильный интернет. Давай ты немножечко пострадаешь, и как бы все будут довольны. Так,
Мне надо сюда наверх. Так, восстановимся и лезем дальше наверх. Эх, ну, когда у меня лагает, то лагает же у всех, так что это не очень хорошо. Сегодня по итогу стрим очень рваный получился. Так, их же всего 3, правильно? Это 3-й у нас. Чик. Свети уже. Так, хорошо. Хорошо. И что нам это дало? Так, надо еще сюда залезть. Угу. У меня самое главное, что в игре более-менее даже стабильный пинг показывает. Что сама игра не вылетает. Сама игра вылетела у меня 1 раз. То есть более-менее все стабильно показывает, но при этом трансляция падает как... как бы это помягче сказать. Как сучара падает. Вот примерно так. Так. Угу. Да, я возвращаюсь тогда назад, активирую обелиск и, наверное, буду заканчивать тогда на сегодня после этого. Так. Активировать. Так, воздушный поток летит вверх. Да? Чик. А, вижу. Не увидел. О. Так, вижу. Оп. Залезли. Мегабит, возможно, ты имел в виду. Обычно интернет как раз-таки в мегабитах исчисляют. Потому что мегабайт это в 8 раз больше, чем мегабит. Если что. О, драгоценный сундук. Что-то синенькое. Так, опыт героя. О, боевая маска берсерка. Это хорошо. Это очень даже хорошо. Так, читаем. Это место парит в облаках благодаря Плаустриту, левитационному камню. Я хотел скрыться здесь от суеты обыденной жизни. Зато это место заняли адепты, чтобы в уединении продолжить поиск конечной истины. Сейчас Тайшаньфу запечатан, и убежище снова в моем распоряжении. Я очень этому рад, но мне больше не хочется уединяться. Я хочу исследовать окружающий мир. Начну, пожалуй, с долины Гуйли. Вот. Отлично. Я понял, что это не конец квеста, но мне уже надо заканчивать, потому что меня уже ждут. Так что, к сожалению, мне придется заканчивать на сегодня. Стрим будет завтра. Это уже точно. Когда точно по времени, я еще не знаю. Напишу в группе ВК. Скорее всего, ближе к вечеру. Мне кажется, где-то часиков в 7, наверное, вечера по моему времени. То есть по Киеву. Это где-то 8 часов по МСК будет, плюс-минус.
То есть, Паша, ты тоже должен успеть закончить свои дела там плюс-минус. И как раз таки сможешь прийти как раз тоже на прямую трансляцию. Вот. Все, это примерно. Точно я напишу уже, когда буду точнее знать. Завтра я никуда особо не пойду, так что как только я закончу все свои дела дома, так сразу же я запущусь. Вот. Отлично, тогда всем огромное спасибо, кто пришел на трансляцию. Также всем спасибо, кто будет смотреть это видео в записи. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Ну, вдруг, мало ли, разное бывает. Вот. Не ленитесь, подпишитесь. Есть YouTube, есть Twitch. Где хотите, там смотрите трансляции, но весь контент будет только на YouTube. Также группа ВК, Telegram, где информация по стримам, голосование за следующие игры, можно пообщаться со мной и так далее и тому подобное. Вот. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо, всем удачи, всем пока, до скорого, до следующего стрима. И это уже точно. Пока. Да-да-да, Крейн, ты как раз пришел в самом конце. Пересмотри тогда стрим и завтра приходи на стрим. Завтра стрим будет примерно в 7 часов по Киеву. Это около 8 по МСК. Примерно. Плюс-минус. Вот. Всем еще раз пока.